Всем привет, ребят, с вами Алексей24, и мы продолжаем проходить игру Корсары, каждому свое, долго и счастливо. Убедительная для вас всех просьба, я уже, наверное, устал просить, чтобы вы просто подписались, ребята, на канал и поставили колокольчик. Проверьте, у всех ли кнопка подписаться стала серой. И иногда YouTube отписывает с моего канала ребят, я не знаю, с чем это связано, но мне многие в Instagram уже жаловались, писали, какого черта подписка у них отменилась. Но, ребята, это алгоритмы YouTube, как я сказал, их понять невозможно. Итак, что я хочу сказать, ребята, опять же, если вы посмотрели предыдущую серию, вы помните, как закончились события у нас в главе «Дороже золота». Естественно, мы после этого решили отплыть к берегам Гваделупы. Я не знаю, почему Гваделупы, но пополнить запасы, наверное, или еще что-то. Но я, естественно, сейчас загрузился, я уже пробовал играть. Сейчас будет начало нового сюжета. Это так, небольшой спойлер. А так, ребята, пишите комментарии, какая концовка вам предыдущей серии понравилась больше всего. Я вас призывал и в той серии написать, но если ты не успел написать, сейчас самое время описать свое мнение. Я жду от тебя комментарий, приятель. Ну а пока ты пишешь комментарий, можешь поставить видео на паузу, а если уже делать это не особо-то хочется, то смотрим продолжение. Итак, Гваделупа, Бастер, мы причаливаем. Месье Демор, какая удача, я уже не первый месяц вас ищу. Милейший, я не покупаю фальшивых карт, сомнительных наводок и самодельного рома, увольте. Или вы охотник за наградами? И почем сейчас моя голова? Ох, месье, я не продаю барахло и не убиваю людей. Оставьте шпагу, она вам не понадобится. Все гораздо прозаичнее. Я капитан курьерского судна, почту развожу, и для вас как раз есть важная корреспонденция. Ну, ребята, пожалуйста, смотрите, чувак сам признался, что он работает на Почту России. Аплодисменты! После долгих аплодисментов я вам хочу еще рассказать. Почта России всегда вовремя доставляет посылки, поэтому он меня так долго здесь ждет. Ну, слава богу, что хотя бы посылка была доставлена. То есть Почта России не так уж хреново работает. Мне письмо? От кого же, позвольте узнать? Мне передал его один аббат и попросил доставить капитану Демору лично в руки. Я уже отчаялся вас найти, хотел оставить его в портовом управлении Сен-Пьер. Но вот удача, вы собственной персоной. А еще, в принципе, Почта России, если 40 дней проходит или 60, они посылку отправляют обратно на Алиэкспресс. Ой, блин, о чем это я, ребята, простите. Да, это я жду письмо, давайте его. Есть один нюанс, аббат сказал, что доставку оплатит поручатель. Есть один нюанс. Аббат сказал, что доставку оплатит получатель, так что с вас 9200 серебром. Чё? Мужик-то охренел? За такие деньги можете оставить письмо себе. Ну да, в принципе, логичный первый вариант развития событий, ребята, потому что какого хрена столько денег он просит за обычную посылку? Блин, ко мне посылки с Китая и то доходят намного дешевле. Но дело не в нашем пафосе, ребята, а не в том, что мы крутой капитан. Чтобы не провалить эту сюжетную ветку, выбираем второй вариант. И почему я так и не занялся доставкой почты? Это же прибыль, не пиратство. Вот ваше серебро, милейший, отдавайте конверт. Приятно иметь с вами дело. Аббат Бенуа передает свои наилучшие пожелания. Прощайте, месье Демор. Получен документ, то запись в журнале. До принятия решения свадьбы вызовите мысли вслух. Чего? Какая свадьба? Блин, надо отойти подальше. Итак, читаем судовой журнал. Мы видим, вот он у нас, квест. Продолжение линейки уже долго и счастливо. Напоминаю, предыдущей была «Дороже золота». Аббат Бенуа прислал мне письмо от отца и нотариальной бумаги. Итак, мой родитель через самого Бенуа уже узнал о случившемся с Мишелем и, видимо, успел смириться. Проклятие, я должен был самому это написать, и теперь он полон решимости закрепить род Деномпе в моем лице, не только сделав меня наследником из худалого поместья и заслуженной фамилии, но и женив на подходящей девице. Что дальше? Просьба понянчить внуков? Даже не будь Иван Ла Берендье глупа как пробка, она никакие виноградники, Гасконии и Бордо в придачу не заставит меня отказаться от той любви, что я обрел здесь, в новом свете.
Я не мыслю своей жизни без Элен, но и против воли отца, взысканной в таком тоне, идти нельзя. Есть лишь один выход. На встречу с почетными родителями наследник должен явиться уже женатым по любви, по всем правилам. А золото, что я нажил здесь, примирит отца с отсутствием приданного. Не знаю, ждала ли Элен такого или нет, но я предложу ей руку и сердце. По совести говоря, давно следовало. Только сначала надо все хорошенько обдумать. А теперь, ребята, надо прочитать письмо, которое мне дали. Здравствуй, Шарль. Не знаю, дойдет ли до тебя это письмо и дошли ли все предыдущие, даже если дойдет, то ты вспомнишь ли ты, о ком идет речь, но я попытаюсь. Я понимаю, что кисти и краски нелегко сменить на шпагу, но не ожидал, что сложнее всего кажется с пером. С тех пор ты отбыл по моей просьбе на поиски брата. Я не получил ни единой веточки от тебя или него. За предыдущее время я успел смириться с тем, что роду Денампе суждено прерваться, но представь мое удивление, когда я получил письмо от старого знакомца из наших колоний в Новом Свете. Даже моя болезнь отступила на шаг от таких известий. Я плакал судьбу моего бедного Мишеля, но от всего сердца порадовался твоим успехом. Да, видеть тебя морским офицером-капитаном, загнавшим свою фортуну на нужный курс, для меня столь же удивительно, сколь и радостно. Но, боюсь, для поздравлений и упреков в нежелании писать у меня осталось не столько же времени. Старость может дать отсрочку, но не отпустит и не уйдет восвояси. Итак, сын мой, нам необходимо решить еще одно важное дело. С этим письмом, которое я отправляю через моего старого друга Бенуа, я прилагаю копии документов, подтверждающих, что ты, Шарль де Мор, являешься теперь шевалье Денампе, моим наследником и продолжителем нашего славного рода. Я же вынужден попросить тебя еще один раз. Ты должен вернуться в родовое поместье. Все бумаги нотариально заверены для вступления в наследство и получения титула. Твое присутствие не требуется, но мне, чтобы отправиться к Богу со спокойной душой, необходимо знать, что род мой не исчезнет вслед за мной. Не знаю, помнишь ли ты семейство Лабринье, но и Анна, их младшая дочь, расцвела и вполне годится для замужества. Ее отец и брат дали свое предварительное согласие, но нам необходимо сыграть свадьбу по всем правилам. Это достойная фамилия, и в качестве приданного Гийом Лабринье готов предложить небольшой виноградник всего в паре миль от нашего поместья. Ты, Шарль, уже должен был понять, что такое долг и ответственность. Человек без этих знаний не устоит на мостике боевого корабля, и теперь на твоих плечах ответственность за весь род Денампе. С этого момента ты мой последний сын и мой наследник. Возвращайся, чтобы исполнить свой сыновий долг и принять мое родительское благословение у алтаря, дабы твой отец мог уйти с миром. Исполненный ожиданий твой отец Анри Денампе, Гасконь. Ну вот, в принципе, вот это письмо, конечно, я итог от него прочитал уже чуть позже. Но примерно события теперь разворачиваются так. Ну что, детка, походу скоро у нас ждут с тобой перемены. Итак, я думаю вызвать мысли вслух. Обдумать свадьбу. Мы с Элен давно вместе, и наши узы крепче любых церковных клятв, но я хочу, чтобы этот момент запомнился нам обоим, поэтому надо решить, где мне стоит с ней поговорить. Знаете, что я думаю? Надо все-таки на Исла Тесура, потому что остров-то все-таки, я думаю, все-таки он принадлежит Элен. Это будет намного эпичней. Бухта Сабу-Матила надо запомнить. Итак, выбираем первый вариант. Ну, потому что, ребят, Исла Тесура реально ее остров. Но без торжества в церкви не обойтись, и все должно быть по всем канонам. Чтобы отцу пришлось принять мой выбор, значит, мне понадобится священник, и я не вижу в этой должности никого, кроме аббата Бенуа. Он старый друг отца, и с него начались мои приключения в Новом Свете. Думаю, он согласится оказать мне такую честь. И куда без торжества мирского. Впрочем, я бы предпочел обсудить с Элен чутка позже. Так, мне набрякало тут в журнале. Мне необходимо поговорить с аббатом Бенуа. Думаю, он согласится. Понятно. А аббат Бенуа у нас, по-моему, ребята, должен быть на Мартинике. Поэтому отправляемся на Мартинику для дальнейшего разговора. Ну что ж, мы прибыли на Мартинику, в Сен-Пьер. Первым делом, куда я хочу перейти, это, ребята, в церковь. О, нет, не в борделе, в церковь. Мне нужен аббат Бенуа. Не понял, он где? Я точно помню, что он был здесь. Может, ты знаешь?
Время Здравствуйте, течет, святой отец. вечность неизменна. У меня к вам дело, святой отец. Так. Я хочу вам задать один вопрос, падре, как и вопросы, сын мой. Святой отец, я ищу аббата Бенуа. У меня к нему важное срочное дело. Не подскажете, где он может быть? Аббат уехал по делам церкви, к представителям испанской католической миссии в Новом Свете. Подробностей я не знаю, но отца Бенуа нет достаточно долго, чтобы заподозрить, что переговоры затянулись или случилось что-то в пути. Мы все немного взволнованы, но нам остается лишь молиться и ждать вестей. Я не думал, что все будет легко. Святой отец, скажите, куда именно в испанских колониях отправился аббат? Мне необходимо его найти как можно быстрее. Извини, сын мой, но я не знаю. Насколько мне известно, аббат отправился на переговоры с епископом Новой Испании и прелатом инквизиции отцом Винсента Палотти. Но где будет происходить встреча, простым услугам Господа никто не уточнял. Этого достаточно, святой отец. Спасибо, я знаком в некотором роде с отцом Палотти, хотя отец Винсента он был. Ну ладно, попробую разузнать что-нибудь в Сантьяго. Вот и первые сложности. Аббат Бенуа отправился на переговоры с испанским духовенством по делам церкви, но его отсутствие становится слишком долгим и вызывает беспокойство даже у других священников. Не исключено, что святой отец угодил в неприятности, так что медлить нельзя. Я отправляюсь на поиски, о встрече церковников могут знать в Сантьяго, как и отец Аполлотти, прелат-инквизитор, один из участников переговоров. Ну что, ребят, я как думаю, надо плыть в Сантьяго, а там уже будем разбираться. Да, не могу причалить лишь из-за того, что испанцы, они видят во мне врага. Вот этот корабль, это испанский, который я при штурме Бастера его себе приобрел, поэтому его придется поставить в доки. А как зайти в бухту Сантьяго? На предыдущем корабле я не мог войти, потому что они его узнают как свой и начинают по мне палить как дебилы. Я поэтому ставлю, ребята, испанский флаг. И, естественно, нужно еще сделать в предметах поковыряться и снять миланский панцирь. Для того, чтобы все-таки скрытность у нас была. Много часов спустя. Подходя к маяку Сантьяго, меня обнаруживают испанские корабли. Спрятаться от них ну просто нереально. Поэтому я попытаюсь просто от них уйти подальше. Благо я на ключе, это будет сделать ну намного проще, чем, допустим, на их линейном корабле. Итак, я подплываю к мысу Камагуэй. И через, получается, эту бухту я хочу проникнуть в город Сантьяго, потому что у меня не получается вообще никак. Итак, я, получается, перешел в Сельву, и мне надо Это место сущий... Некогда мне, идите отсюда. Я знаю, что это генераторный квест, но он мне не интересен. Итак, я вышел, мне надо по Сельве, получается. Так, я вышел здесь. Мне нужно идти прямо. А прямо не получится, тут лишь поворот. Ну поворот-то выбираю вот этот. Пойдем именно здесь. Первый поворот. И здесь надо идти прямо. Прямо прошли. У нас идет развилка. Мне, по идее, надо идти вправо. Сейчас я маленько не понял, где я нахожусь, но у меня должно быть два ответвления. Один на маяк, а другой в город. Мне кажется, что город здесь. А вот городские ворота. И мне кажется, я пришел в город Сантьяго.
Как пройти мимо стражи, ребята? Это реально лайфхак. Так, есть. Нет, надо, знаете, как сделать? Вот так вот отойти. Блин, мои офицеры задолбали. А ну не мешай. Ха, блин, они меня не узнали. Я сказал, что под флагой в Испании, им этого было уже достаточно. Ладно, бежим. Мне надо, получается, куда зайти? Мне надо искать аббата Бенуа. Самое время, по идее, наверное, дойти до церкви. Мне кажется, он может быть там. Либо идти сразу на прием к губернатору. Короче, в церкви я не думаю, что я его смогу найти. Я хочу сейчас найти, ребята, таверну и спросить в таверне, что они знают об аббате. такой? Все не ясно, так-то. Так, я им всем говорю, что я под флагом Испании, и они мне верят. Зря, конечно, но ладно. Так, таверна вот это, наверное. Нет, это дом. А где таверна-то здесь? Блин, фиг что найдешь. Она, по идее, должна быть... А, вот она, таверна. Заходим в таверну. Надо все последние сплетни узнать в таверне. А здесь всегда рады клиентам, особенно тем, кто щедро платит. Давай поговорим, а я по другому делу. Какие вопросы? Слышал я тут про тут святые отцы, с французские колонии прибыли с какой-то делегацией, договариваются о чем-то. Наверное, пленных выменивают после той кровавой бани на Мартинике. Нет, сеньор, с той историей давно все уже порешали, без всяких клириков. А вы, видать, совсем под пальмой живете, раз не слышали. Папа Иннокентий X с кардиналом Мазарини наконец общий язык нашли. Мол, Европа с ее войнами это одно дело, а вот языческим мраком на краю света бороться христиане должны вместе. И да, приехал к нам лягушатнички, да только так ни до чего не договорились. Сидят себе почетные гости в губернаторском особняке под почетной же охраной. Кофе приводят, да рясы потирают. Чуть не месяц уже народ посудачил, покудахтал, да и привык. Вон французский аббат по вечерам молебен в церкви служит. Почти достопримечательность. Во как. Интересные дела. Пойду посмотрю, что ли на этого француза все интереснее, чем в кружку таращится. Мне удалось выяснить, что аббат Бенуа со своей делегацией все еще в Сантьяго. Переговоры явно затянулись, если святой отец по вечерам служит молебны в местной церкви. Это мой шанс поговорить с ним без лишних вопросов и почетной охраны. Блин, а тут есть какие-нибудь секретные комнаты, блин. А вот какая-то комната. Мы в нее пройдем и посмотрим, здесь ли живет аббат Бенуа. Так, здесь ничего нету. Это кабинет. Кстати, как на Тартуге, в принципе, местность. Комната. Блин, девушка какая-то, но она мне не интересна. Так. Где же аббат-то наш? В принципе, ладно, я думаю, навряд ли здесь кого найду. Предлагаю пройтись в церковь. Может, он все-таки там читает какую-нибудь речь. Так, найти бы еще здесь церковь, но я думаю, она должна быть очень заметна. Так, идем, ищем. Так, не здесь. Она, наверное, где-то вглуби острова должна быть. Жалко, переходов быстрых нету. Вот она, церковь, ребята, вот она, я ее нашел. Ух ты, какое большое здание. Кстати, а вот и наш чувак, которого мы ищем, аббат Бенуа, собственной персоной. Шарль, не верю своим глазам, какими судьбами? Благословите меня, святой отец, ибо я с добрыми новостями. Я женюсь и хотел бы видеть вас священником на своей свадьбе. Сын мой, это прекрасно, значит, ты получил то письмо от отца и решил, как всегда, действовать по своему разумению. Искренне рад за тебя, но боюсь, я не смогу тебе помочь, разве что ты решишь венчаться в этой самой церкви. Я так понимаю, что ваша миссия зашла в тупик, святой отец, а могу я чем-то помочь? Так как бракосочетание в испанской капелле, конечно, авантюра в моем духе, но я твердо намерен провести торжество на Мартинике, умеренно пышный в присутствии солидных свидетелей и почетных гостей. Жаль, мой мальчик, но весь твой авторитет ничто перед твердолобостью высших иерархов католической церкви, тем более в испанских колониях. Мы не сошлись в вопросе раздела влияния католических миссий наших стран, и теперь я тут ничто среднее между почетным гостем и почетным же заложником. Испанцы
ждут более выгодного предложения с нашей стороны. Я отправил послание в Европу. Через месяц-два придет ответ. Мы возобновим переговоры максимум через полгода. Да, Папа Римский и Мазарини пошли навстречу друг другу, но о настоящей оттепели говорить еще рано. Честно сказать, я не уверен, что мы вообще придем здесь к какому-то соглашению. Мне кажется, Палотти просто держит у себя французского аббата, как некий аргумент своей собственной политики. Впрочем, кофе у отца Инквизитора отменный, грех жаловаться. У меня нет полгода или даже 2 месяцев, я должен исполнить волю отца, пока он меня за глаза окончательно не женил. Да и здоровье его оставляет желать лучшего, а я хотел бы успеть познакомить его со своей избранницей и будущей хозяйкой Монпе. Боюсь, тогда тебе придется подыскать другого священника на свою свадьбу, сын мой. Увы, но я здесь надолго. А что вы скажете, если я разлучу вас и кофе отца Инквизитора? Я бы с радостью принял твою помощь. Подозреваю, что меня выбрали для этой миссии не случайно, чтобы в случае чего просто забыть об отце Бенуа. И хоть Господь и заповедовал терпеть, но я отягощен своим заключением, несмотря на все его благо. Но, повторюсь, отец Палотти вряд ли снизойдет к твоим просьбам. Значит, я сэкономлю время и не буду пытаться его убедить. Мы просто выйдем из церкви, когда служба закончится, и отправимся на мой корабль. Медлить нельзя, святой отец. Нашу встречу видели и меня могли узнать. А из особняка губернатора выручить вас будет мне куда сложнее. Это рискованно, мальчик мой. Очень при выходе меня ждет эскорт, чтобы сопроводить особняк, а город полон солдат. Элемент неожиданности, отец Бенуа. Это мой конек. Доверьтесь мне, и все будет хорошо. В таких делах у меня есть некий опыт. Будет по-твоему. И хотел бы я попросить обойтись без лишнего кровопролития, но я тоже имел некий опыт подобного рода. Так что веди, сын мой, я сразу с тобой, но оружие я в руки не возьму. И не проси. Я не думал, святой отец, я справлюсь. Идите за мной, но будьте осторожны, возможно, в нас будут стрелять. У меня нет времени и желания распутывать церковные интриги испанцев. Отца Бенуа придется освободить от обязанностей почетного гостя просто и радикально. Я прилат-инквизитор. Что ж, это не первый раз, когда наши интересы и не совпадают. Господь недаром мучит нас смирению. Блин, то есть сейчас надо валить, получается, что ли? Ребята, не забывайте сохраняться, а иначе будут ждать нас неудачи. Святой отец, вы сегодня раньше, чем обычно. Прошу, ваш эскорт ждет. А вы, сеньор де Мор, отец Винсент узнал, что вы в городе, и настоятельно просит вас присоединиться к нему за ужином. Боюсь, отец Инквизитор будет ужинать в одиночестве. Надеюсь, это не испортит ему аппетит. И аббат Бенуа тоже лишит его своего общества. Вы знаете, кто я? Что я рекомендую? Пропустите нас миром и передавайте мои наилучшие пожелания отцу Палотти. Да, я слышал о вас, всякое. Однако приглашение такого рода пренебрегать опасно для здоровья, сеньор. Равно как и похищать гостей отца Винсента. А взять их? Ну, вы знали, на что шли. В позицию! А я с офицерами своими. В смысле? Это кто? Так. Так, давай. Элен, детка, помогай. Он нам нужен. Так, все, есть, готов. Кого мы еще тут убрали? Так, отлично. Ну что, аббат Бенуа, я прошу вас, следуйте за мной. Так. Надо валить и как можно быстрее. Все, отлично, мы вырвались в джунгли. Ну, я как понимаю, наш гость... он идет за мной. Вот мы, наконец, ребята, вышли к бухте, откуда мы будем именно уходить. Долго искал, как бродить, получается, по вот этому острову Кубы, но, ребята, в интернете есть карты, где можно с легкостью пройти и не заблудиться. Ну ладно, я предлагаю садиться на корабль, наш путь дальнейший лежит на Мартинику. Но прежде чем отправиться на Мартинику, у меня новая запись в судовом журнале. Я вызволил аббата Бенуа и Сантьяго. Не думаю, что отец-инквизитор Винсента Палотти стал относиться ко мне чуть теплее из-за этой истории. Скорее всего, наоборот. Но, как бы то ни было, дело сделано, и мне остается доставить аббата на Мартинику.
Мы прибыли на Мартинику, поселение Сен-Пьер. Именно сюда нужно было обязательно доставить аббата Бенуа. Но дальнейшее развитие событий мы узнаем, ребята, позже. Эта серия подошла к концу. Вы увидите продолжение уже в следующей, ребята, серии. А пока, ребята, я хочу всем напомнить, чтобы вы подписывались на канал, не забывали нажимать колокольчик. И пишите, ребята, свое мнение в комментариях. Мне будет очень интересно его прочитать. До встречи в следующей серии. И всем пока! Но от этих перехватчиков реально никуда не уйти, придется их бомбить. Итак, бомбы. Я обдал их бомбами, получается. Ну, я реально от них свалить не могу, у меня не получается. Еще один залп. Блин, неплохо стреляют, я бы, конечно, сказал.